Ох, как давно мы не виделись. Тот самый ролик, который я обещала. Есть одна вещь, о которой в этой теме стараются не говорить вслух. Большинство людей, которые делают и фотосессии, и портреты, и контент, они не управляют нейросетью. Они просто нажимают кнопку и молятся, что получится что-то похожее. Каждый раз разный результат, каждый раз другой человек. Сегодня я покажу, как это изменить. Как перейти из категории «повезло» в категорию «я управляю», где твое лицо, твой стиль, твои детали — это не случайность, а система, полный разбор. Создаем собственную лора-модель из своих фотографий. Обучаем, используем. Без воды, только то, что реально работает. Поехали! Лора — это обучаемая надстройка над моделью. Говоря проще, ты берешь свои фотографии, тренируешь маленькую персональную модель, и потом нейросеть начинает узнавать твое лицо. В любом стиле, в любой позе, в любом окружении. Это не похожий человек. Это консистентность. Одно и то же лицо. Хоть в аниме, хоть в кинематографическом портрете, хоть в фэнтези. Именно это используют AI-инфлюенсеры и те, кто строит персональный визуальный бренд через ИИ. Если ты когда-нибудь злился, что нейросеть каждый раз генерирует другого человека, Лора решает эту проблему раз и навсегда. Представь, ты продолжаешь генерить без Лоры. Месяц спустя 500 картинок, ни одной стабильной серии. Ни бренда, ни персонажа, ни визуальной идентики. Просто шум. Многие сейчас идут скачивать чужие Лора с Civitai или Hugging Face. Буду использовать готовые. Но чужая Лора — это чужое лицо. Ты не контролируешь вес, не знаешь датасет, не понимаешь, почему она ведет себя так, а не иначе. Это не система, это лотерея чужими руками. Но если ты потратишь один вечер, подготовишь пакет, обучишь в Shaker, загрузишь в C-Art, настроишь вес, через неделю у тебя будет рабочий инструмент. Твое лицо в любом стиле, стабильно по запросу. Это то, что отделяет случайных пользователей от тех, кто строит что-то реальное. Вот здесь большинство и сыпется. Shaker не делает магию из мусора. Случайные селфи из телефона — слабая Лора. Нам нужен чистый пакет. Смотрите, вот типичная ошибка. Открываем галерею и берем, что попало. Один раз в очках, один раз с жесткой тенью, один раз фильтр из сторис. Модель начинает путаться, что вообще является лицом, а что макияжем или освещением. Оптимальный датасет — 23-24 фотографии. Почему не 50? Потому что в Shaker есть лимит — 500 токенов на обучение. Загрузишь слишком много, система просто откажет запускаться. Без предупреждений. Молча. Это технический нюанс, который топит новичков. Что должно быть в пакете? Разные ракурсы лица. Анфас, 3/4, профиль. Разное освещение. Мягкое, естественное, студийное. Разные эмоции. Нейтрально, улыбка, серьезно. Нейтральный или размытый фон. Без очков хотя бы на половине фото. Без жестких фильтров и пресетов. Вот что мало кто делает и что реально влияет на качество. Стандартизация через Nano Banana Pro. Выравниваем освещение, убираем шум, легкий апскейл, приводим к одному разрешению. Мы не ретушируем, мы стандартизируем, чтобы модель видела лицо, а не условия съемки. После этого архив из 23-24 файлов. Все, идем в Shaker. Это не генератор картинок, это отдельный сервис, который создает модель на основе твоих изображений. Только это, ничего лишнего. Загружаем пакет. Следим за лимитом токенов. Если система начинает ругаться, убираем пару фото. Бесплатно примерно 3 лора в месяц. Этого достаточно, если тестировать аккуратно. Про эпохи. Это ключевой момент. Эпохи — это количество проходов модели по датасету. Поставишь мало — лора слабая, лицо едва читается. Поставишь 15 эпох, модель переучится, станет жесткой, потеряет гибкость, поедут артефакты. Оптимально 6 эпох. Это дает баланс. Лицо узнается, гибкость остается, артефактов нет. Запомни эту цифру. Запускаем обучение. Процесс идет. И пока он идет, нужно поговорить об одном практическом вопросе. Почти всегда в этой теме упираешься в оплату. Подписки, токены, комиссии, карты, которые не принимаются. Я использую One2Pay. Работает быстро, комиссии адекватные, не нужно никаких танцев с бубном. Если планируешь регулярно работать с Shaker или C-Art, инструмент реально снимает головную боль. Ссылка в описании. Лора готова. Переходим в C-Art.
SeaArt — это платформа для генерации. Там есть все: изображение, видео, лип-синк, клоны, кастомные стили, расширенные настройки. Но нас сейчас интересует главное — подключить свою лору. В разделе «Загрузки моделей» добавляем файл. Он появляется в списке. Вес — важнейший параметр. Лора подключается через вес в промпте. Имя модели .08. Начинай с 0.608. Поставишь 1.0 и выше, эффект будет очень сильным, иногда слишком. Лицо начнет доминировать над всем остальным. Если лицо ломается, снижай вес. Если сходство слабое, повышай. Это тонкая настройка, которая занимает 5 минут, но дает полный контроль. И вот теперь самое интересное. С подключенной лорой ты меняешь стиль, окружение, позу, освещение, эпоху, жанр, но лицо остается твоим. Ты больше не зависишь от случайности, ты создаешь систему. Быстро по списку, чтобы не повторял чужие грабли. Первое — загружают 10-12 фото. Слишком мало, лора не видит структуры лица. Второе — загружают 40 с плюсом. Система отказывается из-за лимита токенов. Непонятно почему. Третье — ставят 15 эпох. Переобучение, артефакты, потеря гибкости. Четвертое — не стандартизирует пакет. Модель учит освещение и фильтры, а не лицо. Пятое — ставят вес 1.5. Потом удивляются, что все плавится. Система работает. 23-24 фото, чистый датасет, 6 эпох, вес 0.6-0.8. Все, стабильная рабочая лора. Создание собственной лора — это переход от случайной генерации к контролируемой системе. Ты не просишь нейросеть, ты направляешь ее. Подготовить пакет, обучить в Shaker, загрузить в SeaArt, настроить вес. Это не сложнее, чем кажется. Просто нужно понимать механику. Если хочешь отдельный разбор, смешивание нескольких лора, продвинутые веса, работа со сложными сценариями, пиши в комментариях. Если наберем запросы, делаю следующий выпуск. К сожалению, у меня сейчас есть несколько факторов, из-за которых я не могу часто делать ролики. Не хватает времени, оперативки, процессор устал. Каждое видео дается с большим трудом. Сейчас коплю на новый ноутбук. Если вдруг у вас есть возможность и желание поддержать меня, я оставлю ссылку в Telegram. Заранее спасибо. Ссылка на OneToPay для удобной оплаты в описании. Удачи!